Привет, армия! Не все богатство заявляет о себе громко. Некоторое богатство не приходит с блестящими пресс-конференциями или сенсационными заголовками. Оно не требует внимания и не ищет подтверждения. Вместо этого оно растет тихо, оно течет медленно, и однажды оно возвышается как величественный дворец. Его по-настоящему замечают только тогда, когда солнце уже высоко над головой. 2026 год стал таким моментом для Ким Тэ-хьона. Пока мир продолжает обсуждать BTS как межпоколенческий глобальный феномен, одно имя теперь стоит немного выше. Не из-за самого громкого голоса, не из-за агрессивной саморекламы, а из-за последовательности, личного видения и образа жизни, который безошибочно узнаваем. В различных отчетах индустрии развлечений и публичных оценках, циркулирующих в течение 2026 года, Ким Тэ-хьон, известный во всем мире как Ви, теперь называется участником BTS с самым высоким личным состоянием. По оценкам, его состояние оценивается в десятки миллионов долларов США, что ставит его выше Чонгука, Джей Хоупа, Шуги, RM, Чимина и Джина. Интересно, что это откровение произошло без лишней помпы. Не было никаких торжественных заявлений, никаких официальных речей, никаких триумфальных интервью. Это просто появилось, тихо, как факт, который больше нельзя было игнорировать. И, возможно, именно этого и хотел бы Тэ-хьон. Для публики Ким Тэ-хьон давно ассоциируется с внешностью мирового класса, глубоким и эмоциональным баритоном и художественной аурой, напоминающей классическое европейское кино. Он тот тип личности, который может молча стоять в углу комнаты и все равно привлекать к себе внимание. Однако 2026 год раскрыл другую его сторону, гораздо более удивительную. Ким Тэ-хьон не просто артист, он архитектор творческого королевства. Его история захватывает не только благодаря поразительным цифрам, связанным с его именем, но и благодаря тому, как эти цифры появились. Не было никаких споров, никаких публичных конфликтов, никаких отчаянных попыток следовать мимолетным трендам. Он не жертвовал своей личностью ради популярности. Напротив, мир постепенно подстроился под него. В последние годы Тэ-хьон стал все более избирательным в отношении своих публичных выступлений. Он больше не посещает каждое крупное мероприятие, он не стремится к известности ради самой видимости. И все же, всякий раз, когда он появляется, его влияние огромно. Камеры запечатлели его, непринужденно прогуливающегося по парижским улицам в длинном пальто с аналоговой камерой на шее. Его видели тихо сидящим в небольших кафе, ведущим теплые, непринужденные беседы со старшими корейскими актерами, без излишней охраны, без показухи. На международных кинофестивалях Тэ-хьона фотографировали, когда он свободно смеялся в компании режиссеров мирового класса. Не как начинающий кумир, ищущий одобрения, а как равный, артист, обращающийся к другим артистам. В индустрии развлечений связи – это валюта, и Тэ-хьон обладает ими в невероятном изобилии. Он известен своими близкими связями с ведущими актерами, такими как Пак Со Джун, Чхве Ушик, Пак Хьон Сик, а также влиятельными фигурами в кино, искусстве и международной моде. Но что отличает Тэ-хьона, так это не то, кого он знает, а то, как он выстраивает эти отношения. Его связи никогда не кажутся формальными. Он не входит в комнаты, требуя личного пространства. Он входит как человек, полностью присутствуя. Один известный корейский актер однажды описал Тэ-хьона как человека, который делает комнату теплее просто своим присутствием. Эту фразу бесчисленное количество раз повторяли те, кто работал с ним или даже провел рядом с ним лишь короткое время. Тэ-хьон известен как хороший слушатель, человек, который уделяет все свое внимание, когда говорят другие. В индустрии, пронизанной эгоизмом и конкуренцией, это редкое и мощное преимущество. Интересно, что именно благодаря этим глубоко человечным отношениям бизнес-проекты Тэ-хьона начали процветать. Он не гонится за возможностями с помощью громоздких предложений или грандиозных презентаций. Возможности приходят к нему через доверие. Когда люди чувствуют себя в безопасности, сотрудничество развивается естественным образом. И в 2026 году это доверие превратилось в нечто необыкновенное.
Этот год стал важным поворотным моментом. Личный бренд Тэхёна, ориентированный на роскошный образ жизни, который тихо развивался в течение нескольких лет, зафиксировал выручку в десятки миллионов долларов всего за несколько месяцев после официального расширения. Бренд сочетает классическую европейскую эстетику с современными корейскими художественными взглядами, пронизанными личной любовью Тэхёна к джазовой музыке, аналоговой фотографии и вневременному дизайну. Но наблюдателей в индустрии поразили не только цифры продаж. Это была структура общности. Ким Тэхён является полноправным владельцем бренда. Никаких крупных инвесторов, диктующих направление, никаких корпоративных лейблов, ограничивающих творчество, никакого внешнего давления, направленного на размывание идентичности. Каждое решение, от концепции до производства и дистрибуции, находится в его руках. В индустрии, где знаменитости часто выступают лишь в качестве лиц, Тэхён является владельцем, куратором и душой бренда. И этот бренд не просто бизнес. Это отражение, кто он есть. Каждый продукт кажется личным. Льняная одежда с простым, неизменным кроем. Аналоговые фотоаппараты ограниченного тиража. Виниловые пластинки, составленные из плейлистов, имеющих для него эмоциональное значение. Ароматизаторы для помещений, вдохновленные детскими воспоминаниями. Потребители покупают не просто товары. Они покупают истории. И хотя Тэхён редко подробно рассказывает о своих творениях, каждая деталь повествует без слов. В музыке Тэхён тоже не боится рисковать. Его сольный проект 2026 года не следовал традиционным стратегиям выпуска. Не было агрессивных рекламных циклов, не было навязанных вирусных челленджей, не было неустанных выступлений на недельных музыкальных шоу. Вместо этого он выбрал кинематографический путь. Музыка была выпущена вместе с художественным короткометражным фильмом, показанным на международных фестивалях. Первоначально это решение считалось рискованным, но результаты превзошли ожидания. Права на распространение фильма, ограниченные физические продажи, международное лицензирование и междисциплинарные коллаборации последовали быстро. Тэхён получал доход не только от музыки, но и от целой творческой экосистемы, которую он создал. Многие отраслевые аналитики называли его одним из самых высокооплачиваемых творческих музыкантов года не из-за объема выпускаемой продукции, а из-за исключительной художественной ценности. Однако богатство Тэхёна нельзя измерить исключительно в финансовых показателях. Существует и другая форма, гораздо более ценная – доверие. Глобальные бренды больше не обращаются к нему как к рекламной фигуре. Они приглашают его как творческого партнера. Тэхён сидит за одним столом с дизайнерами, креативными директорами и владельцами престижных домов моды. К его мнению прислушиваются, его видение уважают. И самое главное, он сохраняет полный контроль над своей личностью. За всеми этими достижениями Тэхён остается тем же человеком, которого поклонники знают с дебюта. Теплый, немного эксцентричный, приземленный. Он по-прежнему любит бесцельно бродить с камерой, часами обсуждать искусство и жизнь, встречи с друзьями без жестких протоколов знаменитостей. Ближайшие к нему люди часто говорят, что Тэхён чувствует себя богаче, когда ему позволяют жить неспешно. Эмпатия – его определяющая черта. В мире, который превозносит скорость и постоянные достижения, Тэхён предпочитает слушать. Многие актеры и общественные деятели чувствуют себя в безопасности рядом с ним, потому что у него нет скрытых мотивов. Он полностью раскрывается как человек. Из этого пространства рождаются крупные проекты. Тихо, а затем, внезапно, они становятся неоспоримыми успехами. Несмотря на то, что сейчас он носит титул самого богатого участника BTS, Тэхён почти никогда не говорит о деньгах. В своих редких интервью он говорит о времени, о воспоминаниях, о смысле жизни. Для него богатство – это не цель, это инструмент, способ создавать пространства, как физические, так и эмоциональные, где люди чувствуют себя в безопасности, будучи самими собой. В индустрии развлечений, которая с каждым годом становится все громче и конкурентнее, путь Ким Тэхёна кажется глотком свежего воздуха. Он доказывает, что успех не всегда требует шума. Есть другой путь, более тихий, более личный и в конечном итоге более долговечный.
2026 год, вероятно, запомнится как год, когда мир наконец увидел Ким Тэ-хёна во всей красе. Не только как айдола, не только как красавца, не только как артиста, но как творца, как связующего звена и лидера по-своему. Его богатство — лишь один из результатов этого долгого пути. И, пожалуй, самая захватывающая часть этой истории — осознание того, что Ким Тэ-хён, похоже, только начал свой путь. Обширная сеть контактов, безупречная репутация и уравновешенный характер, будущее простирается перед ним широко. Вполне возможно, что в будущем его имя будет упоминаться не только как имя самого богатого участника BTS, но и как имя одной из самых влиятельных культурных фигур Южной Кореи. В мире, одержимом цифрами и сенсациями, Ким Тэ-хён внедряет теплоту и искренность,